В прошлом видео мы остановились на том, что Север выиграл в гражданской войне. К сожалению, Авраама Линкольна убили за 2 месяца до этого. После того, как Север выиграл и получил контроль над Югом, начался период, названный «Реконструкция». Это название связано с восстановлением и изменением, происходившим в то время. Восстановление было необходимо после войны, так как она принесла большой урон, а изменение происходило на юге и несло много реформ. Но я не вдаюсь в детали, как и в предыдущем видео, поэтому пропущу некоторые события. А вернемся к ним позже. Расскажу лишь о 3 крупных событиях реконструкции. Кроме того, что Север захватил Юг, стал вводить там демократию и собственные законы, правительство США приняло 13-ю, 14-ю и 15-ю поправки, известные как поправки реконструкции. В 1865 году ввели 13-ю поправку, которая отменяла рабство. Давайте запишем. До этого была прокламация об освобождении рабов. Но это был указ Авраама Линкольна, а еще не закон. 13-я же поправка закрепила свободу рабов в Конституции в 1865 году. В 1898 ввели 14-ю поправку, которая делала каждого человека, рожденного в США, гражданином США, то есть делала освобожденных рабов гражданами США. В 1870-м ввели 15-ю поправку, которая давала всем свободным мужчинам право голосовать. А все мужчины в США теперь были свободны. Подчеркиваю, право голосовать мужчинам, так как у женщин такого права еще не было. Также 14-я поправка ввела правовые гарантии, о которых я не буду подробно говорить, но в общем это значило следующее. Государство должно уважать законные права человека и не может забрать чью-то собственность или нарушить чьи-то права без соответствующей правовой процедуры. На эту тему, думаю, нужно сделать отдельное видео. Основными последствиями этих поправок стало юридическое признание бывших рабов равными белым, но на практике этого, как мы знаем, не произошло. Теперь перенесемся в 1877, когда период реконструкции формально закончился, как и захват Юга, установилась демократия и несколько человек сменилось у власти. На севере в правительстве стало больше республиканцев, которые выступали против рабства. Авраам Линкольн как раз был республиканцем, а на юге в правительстве были в основном демократы. Позже мы поговорим о том, как менялись взгляды разных партий со временем. Я ставлю слово «демократия» в кавычки, потому что хоть на юге и были введены, как и в остальных США, поправки, дающие черному населению равные права с белым, но на практике все было не так просто. На юге ввели так называемые «законы Джима Кроу». Название произошло от пародии на Джима Кроу, распространенной там в начале 1800-х годов. Белые мужчины красили лицо в черный цвет и дурачились, изображая бедно одетого неграмотного негра. Законы Джима Кроу разделяли белых и черных людей на юге. Это было полным несоответствием идеям равенства, так как условия, в которые загоняли чернокожих, были куда хуже, чем условия для белых. Начали появляться раздельные фонтаны для питья, раздельные туалеты, черные и белые даже не сидели в одной части театра или автобуса. Так продолжалось до 1960-х годов, когда началось движение за гражданские права. Во время этих событий в США происходил подъем в экономике после гражданской войны. Строились огромные здания, длинные железные дороги и паровые двигатели. Развитие шло полным ходом. Вводились все новые и новые инновации. Но все это привело к перепроизводству, создало экономический пузырь. В
В 1873 году правительство США решает перейти с серебряного стандарта на золотой. Это привело к тому, что сбережения в серебре теряли в стоимости. Это было невыгодно для тех, кто хранил сбережения в серебре. США решила перейти на золотой стандарт после того, как это сделала Германия, так как Германия была крупным игроком в мировой экономике. Монетный акт в 1873 году официально перевел США на золотой стандарт. Это привело к полному обесцениванию серебра, хотя оно и так понемногу обесценивалось. Из-за обесценивания сильно пострадали серебряные рудники и связанные с ними компании, но, что более важно, это ограничило денежные запасы. Не буду вдаваться в экономику, просто скажу, что при ограничении денежных запасов повышаются процентные ставки. В ситуации США того времени это означало спад экономики и начало депрессии. Эта депрессия длилась с 1873 года, когда был принят монетный акт, до 1879. США достаточно быстро оправились от депрессии, а после нее начался рост экономики, один из самых быстрых в истории США. В страну начался приток иммигрантов. Десятки миллионов людей приезжали из Европы. И в 1890 году США стала богатейшей страной в мире в расчете на душу населения. Это удивительно, так как 100 лет назад они были британской колонией. Европейские правители не ожидали, что США так быстро поднимется, но они стали богатейшей страной в мире. Теперь перейдем к 1898 году, когда США стали превращаться в империю. До этого момента США разбирались с внутренними проблемами и не пытались контролировать другие государства. Но в 1898 году на Кубе начались восстания против испанской власти. До этого Куба была испанской колонией. США сочувствовали положению Кубы, так как Куба была еще одним государством в новом свете, которое пыталось стать независимым от европейской власти. Испания была известна жестоким подавлением подобных восстаний. И вот в 1898 году США отправляют свои боевые корабли в бухту Гаваны, чтобы защитить интересы Америки. Это немного похоже на мексиканско-американскую войну, когда США переправили войска близко к мексиканской границе для контроля ситуации. В бухте Гаваны один из американских кораблей, называвшийся «Мэйн», взрывается и тонет. Здесь фото этого корабля или того, что от него осталось. В то время уже начали появляться фотографии. Фото Авраама Линкольна, например, было сделано еще раньше. Но вернемся к теме. Многие считали, что потопление Мэйна — дело рук испанцев. Хотя точная причина до сих пор неизвестна. Кто-то считает, что корабль взорвался сам, а кто-то считает, что США взорвали его, чтобы вступить в войну с Испанией. В любом случае, это разозлило общественность, и США начали короткую победоносную войну с Испанией. Крупным последствием этой войны было то, что США после нее стали империей, то есть получили контроль над другими странами. Временный контроль над Кубой, а также контроль над Гуамом. Гуам и сейчас контролируется США. И еще США получили Филиппины и контролировали их до конца Второй мировой войны. Пуэрто-Рико тоже перешел к США и сейчас является штатом. От этого момента перенесемся сразу к 1914 году, когда в Европе началась Первая мировая война. По этой войне будет целая серия видео. Одними из крупнейших противников в Европе являлись Британская империя и Германия.
США старались держаться в стороне от войны и оставаться нейтральными. Но в Америке преобладало население английского происхождения, поэтому многие хотели поддержать Британию. Но США были нейтральны, а Германия тем временем старалась блокировать Британию. Ведь Британия располагалась на островах, поэтому было возможно обрезать ей все поставки продовольствия и оружия и сильно ослабить страну. Но у Германии не было настолько сильного флота. Германия находилась в отчаянии ближе к 1917 году, так как вести войну становилось все сложнее, поэтому она отправила свои подлодки в Атлантический океан, чтобы топить корабли, торгующие с Британией. Это не было полной блокадой, но запугивало тех, кто собирался туда плыть. Со временем подлодки начали топить и пассажирские корабли, а на них были и американцы. США не могли долго этого терпеть, а после телеграммы Циммермана без сомнений вступили в войну. Германия не принимала США всерьез, но позже поняла, что ошибалась. Перейдем к 1918-му, когда США стали одной из сильнейших стран в войне. В этом же году Первая мировая война закончилась. Крупным последствием этой войны стало то, что некоторые страны исчезли с карты. Австро-Венгрия и Османская империя больше не существовали как единые государства. Кроме того, Германию заставили платить огромную компенсацию, что стало одной из причин Второй мировой войны. В 1920 году в США были приняты 18 и 19 поправки. 18-я поправка была сухим законом. Из-за нее и начались все криминальные события вокруг нелегальной торговли алкоголем. 19-я поправка была менее жесткой. Она давала женщинам право голосовать. До этого аргументом против этого права было то, что только мужчины служат в армии и сражаются за родину. Но во время Первой мировой очень много мужчин ушло на войну. Поэтому женщинам приходилось выполнять мужскую работу, работать на фабриках и заводах. Кроме того, в некоторых других странах женщины получали право голосовать. После Первой мировой войны в экономике США начинается послевоенный подъем, и она развивается до 1929 года, когда происходит биржевой крах, и после этого наступает Великая депрессия. Она носит глобальный характер и продолжается до вступления США во Вторую мировую войну. Здесь я закончу видео.